Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный песочный пирог с заварной начинкой, взбитыми сливками и ягодой. Пирог получается настолько нежным, что просто тает во рту и скорее напоминает домашний кремовый торт. Два вида крема отлично сочетаются в этом десерте, а ягоды делают его еще более разнообразным, подчеркивая сливочный аромат. Текстура песочного теста очень необычная, благодаря тому, что в составе есть кокосовая стружка, которая дополнительно придает вкус песочному нежному тесту. Готовится песочный кремовый пирог очень просто, несмотря на такое разнообразное сочетание. Давайте его приготовим вместе на канале Сладкий Мастер, ведь все нюансы приготовления я уже предусмотрел специально для вас. Друзья, сразу хочу добавить, что сливочное масло обязательно для песочного теста очень размягченное. Если сливочное масло из холодильника, размягчите его в микроволновой печи. Более подробные особенности рецепта, а также мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях к этой публикации. В размягченное сливочное масло добавляю сахарную пудру, соль, ванилин и цедру лимона. Перемешиваю недолго на средних оборотах миксера. Добавляю желтки. Перемешиваю недолго миксером. Вливаю молоко. Перемешиваю недолго миксером. Всыпаю кокосовую стружку, муку и разрыхлитель. Перемешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись в стороны. Затем включаю миксер на низкие обороты и быстро перемешиваю. На этом этапе достаточно, чтобы мука просто вмешалась в тесто. Песочное тесто готово. Силиконовой лопаткой собираю песочное тесто в единый шар. Убираю песочное тесто в холодильник, предварительно закрыв пакетом или крышкой на 20 минут. После холодильника выкладываю тесто на пекарскую бумагу диаметром 24 на 34 см и распределяю сначала силиконовой лопаткой, осторожно придерживая пергамент рукой, чтобы он не порвался. Затем распределяю песочное тесто по пекарской бумаге при помощи рук. Прямоугольный пласт подравниваю силиконовой лопаткой, чтобы по краям оставался отступ примерно 2 или 4 см. При желании можно сформировать бортик. Перемещаю тесто на доску, накалываю вилкой и убираю в морозильник на 15 минут для полного охлаждения. Если нет морозильной камеры, можно убрать в холодильник на 30 минут. Охлажденное песочное тесто смещаю на противень и убираю в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Для приготовления заварной начинки в воду добавляю желтки и соль, перемешиваю ручным венчиком, чтобы желтки полностью растворились в воде. Добавляю кукурузный крахмал, перемешиваю недолго венчиком до однородности. В сотейник со сливками всыпаю сахар. По мере нагревания помешиваю сливки с сахаром. Довожу сливки до горячего состояния, чтобы из них обильно пошел пар, но не кипячу. Выключаю огонь, снимаю сотейник с огня. Желтковую основу перемешиваю, чтобы кукурузный крахмал, который сел на дне чаши, снова вмешался в жидкость. Не прекращая вымешивания, тонкой струйкой вливаю горячие сливки в желтковую основу. Переливаю сливочно-крахмальную основу обратно в сотейник и включаю плиту на средний огонь. На этом этапе необходимо постоянно активно мешать заварную основу, чтобы она не свернулась и не подгорела к дну сотейника. А если вдруг основа подгорела, восстановите ее способом, который я описал в рекомендациях данной публикации. В определенный момент заварная основа начинает быстро густеть, и в этот момент необходимо очень интенсивно мешать, чтобы заварной крем не прилипал к дну сотейника. Обратите внимание, что заварная основа становится вся крупичатая и с фрагментами сгустков, уплотняющихся от реакции крахмала на температуру. Крем становится неоднородным и очень рыхлым, но это только этап соединения основной массы с крахмальными фрагментами. После тщательного вымешивания заварная основа разглаживается и становится очень глянцевая. Заварная основа для приготовления заварной начинки готова. Не остужая, в горячую заварную основу вливаю сок лимона. Перемешиваю заварную основу ручным венчиком, чтобы сок лимона полностью вмешался. Добавляю сливочное масло, перемешиваю ручным венчиком до получения однородного заварного крема. Правильно приготовленная заварная начинка имеет красивый глянцевый вид и по текстуре напоминает заварное тесто, которое я делал для приготовления эклеров и заварных пирожных. Горячую заварную начинку перекладываю на выпеченный песочный корж. Распределяю заварную начинку плоским шпателем по всей площади песочного коржа. И вместо плоского шпателя можно воспользоваться широким ножом. Кстати, друзья, белки от яиц вы можете использовать для приготовления рулета из меренги с фисташками и малиной, которые также есть на моем канале. Пирог с начинкой убираю в холодильник для охлаждения. Для сливочного крема в сливки всыпаю сахарную пудру. Взбиваю миксером для получения стабильного крема. Готовый сливочный крем выкладываю на поверхность остывшего пирога.
Распределяю крем по всей поверхности заварной начинки. Украшаю пирог крупноплодной ежевикой. Песочный пирог с заварной начинкой, взбитыми сливками и ягодой – это восхитительный десерт для всех любителей кремовых изделий с нежным песочным тестом и ароматной ягодой. Сочетание двух видов крема в этом пироге превосходно дополняют друг друга и придают песочному тесту особый вкус, который в комбинации с ягодой можно назвать полноценным тортом. Каждый кусочек тает во рту, настолько вкусный и нежный кремовый пирог получается. Рекомендую подавать песочный пирог с заварной начинкой в сливочном креме и ягодами к горячему крепкому чаю. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.